Что если существо, которое считалось мифом, однажды оказалось живым, и его нашли не в джунглях Амазонки, а в сибирской тайге в 300 километрах от ближайшего жилья? В 2019-м группа геологов зафиксировала на камеру существо с крыльями размахом почти 2 метра. И это был ребенок. Медицинская экспертиза подтвердила, мальчику около 8 лет, кости крыльев живые, не протезы и не костюм. То, что произошло дальше, засекретили на федеральном уровне, но свидетели успели заговорить. Геолог Андрей Васильев первым подошел к существу на расстояние вытянутой руки. По его словам, мальчик не убегал. Он стоял на краю скального выступа и смотрел вниз, как будто собирался прыгнуть. Васильев успел включить камеру на телефоне за 7 секунд до того, как существо развернулось. На записи отчетливо видно за спиной ребенка 2 сложенных крыла темно-серого цвета, покрытых чем-то похожим на короткие перья, переходящие у основания в кожистые перепонки. Крылья двигались медленно, как у птицы, которая успокаивается после испуга. Первая реакция команды была предсказуемой. Все решили, что это розыгрыш. Оператор Дмитрий Лях даже сказал вслух «костюм». Но когда мальчик развернулся и пошел в сторону деревьев, крылья сложились вдоль спины с характерным костяным щелчком, который Лях описал позже как звук, который бывает, когда ломают куриную грудину. Никакой механики, никакого шарнира снаружи, никаких лямок на плечах. Только кожа, кость и движение. Васильев догнал мальчика у кромки леса. Ребенок остановился сам. Не потому, что его поймали, а потому, что споткнулся о корень и упал. Васильев увидел лицо. Обычный ребенок, светлые волосы, ссадина на колене от падения. Из ссадины шла кровь. Красная, обычная. Мальчик не говорил, но смотрел осмысленно. Когда Васильев протянул руку, ребенок взял ее. Команда приняла решение не отпускать его до связи с базой. Спутниковый телефон поймал сигнал только через 40 минут. За это время успели сделать 117 фотографий и 3 видеозаписи общей длиной 22 минуты. На одном из снимков видно, как крыло частично раскрывается. Размах в полностью открытом положении Васильев оценил примерно в 1,90 м. Сам мальчик ростом едва доходил геологу до пояса. Когда связь установили и Васильев описал ситуацию диспетчеру базы, линию обрезали на середине фразы. Перезвонить не удалось. Сигнал пропал и больше не появлялся до следующего утра. Команда провела ночь в лагере вместе с мальчиком. Он не ел предложенные консервы, но выпил воду. Спал, свернувшись на боку, крылья накрыли его как одеяло. Лях не спал всю ночь и снимал. Утром прилетел вертолет без опознавательных знаков. 2 в гражданской одежде вышли, забрали мальчика и все носители. Телефоны, карты памяти, диктофон. Васильеву сказали, что это плановая санитарная эвакуация найденного ребенка. Никаких документов не предъявили. Вертолет улетел на север, в сторону, противоположную ближайшему городу. Лях успел спрятать одну карту памяти в ботинок еще до того, как к нему подошли. Именно с нее через 3 месяца в сеть утекли 4 фотографии и фрагмент видео длиной 40 секунд. Экспертиза, которую независимо провели 2 специалиста по цифровой обработке изображений в Новосибирске и Екатеринбурге, не выявила следов монтажа, наложения или компьютерной графики. Тени на крыльях соответствовали углу солнца в указанное на метаданных время. Текстура кожи на стыке крыла и лопатки не имела швов. Лях заговорил публично через 92 дня после возвращения из тайги. Ни в интервью, ни на пресс-конференции он написал подробный текст на форуме любителей аномальных явлений и прикрепил 2 фотографии. Пост набрал 4000 репостов за первые 6 часов, после чего аккаунт был заблокирован. Но скриншоты разошлись быстрее, чем их успевали удалять. В тексте Лях описал одну деталь, которую не упоминал раньше нигде. Когда мальчик спал, крылья не просто накрывали его, они двигались в такт дыханию. Медленно расширялись на вдохе и опускались на выдохе, как грудная клетка. Лях провел рядом всю ночь и наблюдал это движение несколько часов подряд. По его словам, именно этот момент окончательно убедил его, что крылья — часть тела, а не конструкция снаружи. Васильев публично не высказывался до февраля 2020-го. Его нашла журналист Светлана Орехова из новосибирского издания «Сибирский репортер». Встреча произошла в кафе на окраине Новосибирска. Васильев попросил не называть заведение и пришел на 20 минут позже условленного времени. Сказал, что проверял, нет ли слежки. Орехова описала его как человека, который говорит спокойно, но курит одну за другой. Васильев подтвердил все, что писал Лях, и добавил 3 новых факта. Первый, мальчик издавал звуки, не слова, но что-то похожее на короткие щелчки и низкое гудение, когда к нему приближались слишком быстро. Второй, температура тела у ребенка была заметно выше нормы. Васильев приложил ладонь к шее мальчика и сравнил ощущение с прикосновением к горячей батарее. Третий факт оказался самым неожиданным. На земле под тем скальным выступом, где они нашли мальчика, лежали кости. Мелкие, очищенные, явно обглоданные. Остатки нескольких птиц и, судя по размеру черепа, одного зайца. Орехова спросила, почему он молчал 7 месяцев. Васильев ответил коротко. Через неделю после возвращения к нему домой пришли 2 и провели беседу длиной 3 часа. Что именно говорили, не уточнил.
Сказал только, что после этого разговора написал заявление об увольнении из геологической партии, в которой проработал 11 лет. Статья Ореховой вышла на сайте издания 8 февраля 2020 и была удалена через 31 час. Главный редактор «Сибирского репортера» Константин Белов публично заявил, что материал снят по техническим причинам. Орехова в тот же день написала в личном аккаунте, что ее попросили удалить статью и что она не будет обсуждать детали. Больше к этой теме она не возвращалась. Третьим свидетелем стал Роман Щеглов, младший геолог группы, которому на момент событий было 23 года. В отличие от Васильева и Ляха, Щеглов не скрывался и не молчал. Он позвонил на местное радио в Красноярске через неделю после возвращения и в прямом эфире рассказал все, включая детали про вертолет без маркировки. Ведущий пытался переключить тему, но Щеглов говорил быстро и успел сказать главное до того, как его отключили. Запись эфира сохранилась у нескольких слушателей. Щеглов упомянул одну деталь, которой не было ни у Ляха, ни у Васильева. Когда вертолет взлетал, мальчик смотрел в иллюминатор. Не плакал, не бился, просто смотрел на деревья внизу с выражением, которое Щеглов назвал абсолютно взрослым. 4 фотографии, которые Лях сохранил на карте памяти в ботинке, в итоге попали к биологу. Не случайно их намеренно переслали Игорю Семенову, специалисту по сравнительной анатомии позвоночных из Томского государственного университета. Кто именно переслал, Семенов не раскрывал, но подтвердил, что получил файлы по электронной почте с анонимного адреса в октябре 2019-го. Семенов потратил на анализ фотографий 6 недель. Его выводы оказались настолько неудобными, что он сначала отказался их публиковать. Потом все же написал частное письмо 2 коллегам, орнитологу из Новосибирска и анатому из Москвы. Оба ответили в течение 3 дней. Орнитолог написал одно слово «невозможно». Анатом написал 4 страницы. Суть заключения Семенова сводилась к следующему. Крылья на фотографиях не соответствуют ни одной известной схеме костного строения у млекопитающих. У летучих мышей крылья образованы удлиненными пальцами с перепонкой между ними. У птиц модифицированной передней конечностью. На снимках мальчика крылья крепились к отдельной костной структуре в районе лопаток, структуре которой у человека нет и быть не может анатомически, потому что для нее нет места в скелете. Чтобы такие крылья существовали, грудная клетка должна была иметь принципиально иное строение, а мышечная масса спины превышать человеческую норму в 3-4 раза. Московский анатом Вера Казанцева в своих 4 страницах добавила деталь, которую Семенов пропустил. На одной из фотографий, где мальчик стоит спиной, видна линия позвоночника. Казанцева написала, что количество видимых позвонков в грудном отделе не совпадает с человеческой нормой. Их больше на 2 или 3. Это означало бы принципиально другую конструкцию торса, дающую точки крепления для дополнительной костной структуры. Семенов сделал единственный публичный комментарий на эту тему. В марте 2020-го в разговоре с журналистом студенческой газеты Томского университета, который записал его на диктофон без предупреждения. Семенов сказал дословно: «Если фотографии подлинные, то это не мутация и не уродство. Это другой биологический проект». После публикации в студенческой газете Семенов взял бессрочный отпуск и перестал отвечать на запросы. Параллельно с биологами фотографии изучал антрополог. Павел Дронов из Института этнографии в Санкт-Петербурге занимался ими не по запросу. Он наткнулся на снимки в сети сам и потратил 2 недели на сравнительный анализ. Дронов сопоставил пропорции тела мальчика с антропометрическими нормами для детей 7-9 лет. Длина конечностей, соотношение размеров головы и туловища, ширина плеч – все укладывалось в стандартный диапазон. Обычный ребенок по всем внешним параметрам, кроме одного. Дронов опубликовал свой анализ на личном сайте в апреле 2020-го. Через 8 дней сайт перестал открываться. Дронов объяснил это в коротком сообщении в социальной сети. Хостинг расторг договор в одностороннем порядке без объяснения причин. Сам анализ к тому моменту уже скопировали несколько сотен человек. Один вывод Дронова расходился с тем, что говорили биологи, и именно он вызвал наибольшую реакцию. Антрополог обратил внимание на постановку ног мальчика на фотографиях. Ребенок стоял на скальном выступе на пальцах, не на всей стопе. Дронов написал, что такая постановка у человека требует значительного мышечного усилия и долго не удерживается. На нескольких снимках, сделанных с интервалом в несколько минут, позиция не менялась. Либо мальчик обладал мышечным контролем, недоступным обычному ребенку, либо такое положение было для него естественным и удобным, как для птицы на ветке. На 40-секундном видео, которое утекло в сеть вместе с фотографиями, первые 28 секунд мальчик просто стоит у края скалы. Потом происходит то, из-за чего ролик пересмотрели 1 миллион раз за первые 2 суток после публикации. Крылья резко раскрываются, не плавно, а одним быстрым движением, как раскрывается зонт. Мальчик наклоняется вперед над обрывом. И в этот момент Васильев кричит сзади. Резко, громко. Мальчик оборачивается, крылья складываются, запись обрывается. 28 секунд до этого момента специалисты по биомеханике разобрали покадрово.
Михаил Тарасов, независимый консультант по движению из Екатеринбурга, опубликовал разбор на видеохостинге в январе 2020-го. Его канал удалили через 2 недели, но разбор успели скачать. Тарасов зафиксировал: в момент раскрытия крыльев тело мальчика качнулось вперед с ускорением, несовместимым с простым наклоном. Центр тяжести сместился так, как смещается у птицы перед отрывом от поверхности. Не как у человека, который просто нагибается. Лях в своем форумном тексте описал эпизод, которого не было на видео, потому что камера уже не снимала. По его словам, за 2 минуты до того, как Васильев закричал, мальчик уже раскрывал крылья 1 раз. Не полностью, примерно на треть. Лях стоял ближе всех и видел, как при частичном раскрытии крылья создали поток воздуха, достаточный, чтобы поднять и унести легкую куртку, лежавшую на камне в 2 метрах от мальчика. Лях поднял куртку, посмотрел на мальчика и не произнес ни слова. Мальчик смотрел на него без какого-либо выражения. Вопрос о том, умеет ли ребенок летать, обсуждался отдельно от вопроса о природе крыльев. Семенов в своем частном письме коллегам касался этого косвенно. Он написал, что при размахе около 1,90 м и предполагаемом весе ребенка в 25-30 килограммов подъемная сила теоретически достижима, но только при одном условии: плотность костей должна быть значительно ниже человеческой. У птиц кости полые, это и обеспечивает возможность полета при сохранении прочности скелета. Если кости мальчика имеют схожую структуру, расчет сходится. Егерь Виктор Прохоров из поселка Вановара, расположенного в 180 километрах от места находки, в августе 2020-го рассказал местному охотнику историю, которую тот записал и опубликовал в социальной сети. Прохоров утверждал, что за 3 года до событий с геологами видел в тайге нечто похожее. Ранним утром в густом тумане над рекой он наблюдал силуэт, который двигался над водой на высоте около 10 метров, слишком медленно для птицы, слишком плавно для дрона. Прохоров решил тогда, что это крупная птица в тумане. После того, как история с мальчиком стала известна, он пересмотрел свое объяснение. Размер силуэта, по его словам, соответствовал ребенку с широко раскрытыми крыльями. Орнитолог из Новосибирска, который ответил Семенову одним словом «невозможно», через полгода изменил позицию. В частной переписке, фрагмент которой опубликовал один из получателей, он написал следующее: «Полет при таких параметрах невозможен по стандартным аэродинамическим расчетам для человеческого тела. Но стандартные расчеты применимы только к стандартному телу. Если структура костей, плотность мышечной ткани и объем легких у этого существа отличаются от человеческих настолько же сильно, насколько отличается его скелет, тогда летать оно не просто может. Тогда полет для него естественен так же, как ходьба для нас». Ближайший населенный пункт к месту находки — поселок Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края. 312 километров по прямой через тайгу без дорог. Пешком этот путь занял бы около 20 суток при условии, что идешь без остановок по 18 часов в день. Ребенок 8 лет с такой задачей не справился бы физически. Это первое, что зафиксировал Васильев в своих записях, сделанных прямо на месте. Версию о том, что мальчика бросили или он потерялся, отработали быстро. В радиусе 500 километров от точки обнаружения за предшествующие 2 года не поступало ни одного заявления о пропаже ребенка. Местные охотники и эвенкийские семьи, ведущие кочевой образ жизни в этом районе, опрошены не были, по крайней мере официально. Но Щеглов после возвращения самостоятельно связался с 2 охотниками из Байкита, которых знал лично. Оба сказали, что в тех местах не бывали и о ребенке ничего не слышали. Эвенкийский фольклор дал неожиданный поворот. Этнограф Наталья Бурцева из Красноярского краевого краеведческого музея опубликовала в 2021 небольшую заметку в научном сборнике не об инциденте с мальчиком напрямую, о персонаже эвенкийской мифологии под названием Севеки-дети. Буквально дети Духа Творца. В ряде записей эвенкийских шаманских преданий, сделанных этнографами еще в 30-е годы 20 века, упоминаются существа, рожденные между миром людей и верхним миром духов. Они описываются как дети с птичьими чертами, живущие в труднодоступных местах тайги и не умеющие говорить на человеческом языке. Бурцева не проводила прямой связи с историей геологов, но выбор темы и момент публикации заметили многие. Версия о лабораторном происхождении мальчика появилась в сети раньше, чем высказались ученые. Ее сторонники указывали на секретный советские биологические программы, часть документов о которых была частично рассекречена в 90-е. Конкретных доказательств в связи с этими программами никто не представил, но географический аргумент звучал весомо. Именно в Эвенкии в 40-е и 50-е годы 20 века располагался ряд закрытых объектов, назначение которых в открытых источниках до сих пор обозначено как научно-исследовательские станции. Васильев в разговоре с Ореховой сказал, что думал об этом иначе. По его словам, мальчик вел себя не как существо, которое сбежало из лаборатории или потерялось. Он вел себя как существо, которое находилось там, где и должно находиться.
Не испуганная, не дезориентированная. Скала над рекой, кости птиц внизу, маршруты охоты, все указывало на то, что ребенок жил в этом конкретном месте. Не пришел туда, а именно жил. Этот вывод поднимал вопрос, который никто публично не формулировал прямо. Если мальчик жил в тайге самостоятельно, кто его вырастил до 8 лет? Выжить в Эвенкийской тайге в одиночку взрослому охотнику сложно. Ребенок до определенного возраста не способен добывать пищу, поддерживать тепло и ориентироваться в лесу без чьей-то помощи. Либо рядом были другие, такие же, либо мальчик появился на свет уже достаточно взрослым для самостоятельного существования, что противоречит любой известной биологии. Либо третий вариант, который Щеглов произнес вслух в радиоэфире и который ведущий попытался перебить. Он не один. Вертолет без опознавательных знаков – это не мелкая деталь. В России эксплуатация гражданского воздушного судна без бортовых номеров является грубым нарушением воздушного кодекса. Единственные структуры, которые могут легально использовать воздушные суда без внешней маркировки на внутренних рейсах, это специальные подразделения федеральных силовых ведомств. Щеглов описал вертолет как машину темно-серого цвета среднего класса с нестандартной конфигурацией хвостового винта. Авиационный эксперт, которому передали это описание через посредника, назвал две возможные модели. Обе используются исключительно государственными структурами. Запрос в Министерство здравоохранения Красноярского края о санитарной эвакуации ребенка в указанном районе в указанные даты вернулся с ответом. Сведения о подобной операции в реестре не значатся. Орехова направила этот запрос лично и получила официальный письменный ответ с печатью. Он датирован мартом 2020-го, за 2 недели до того, как ее статья была удалена с сайта издания. Параллельно выяснилось следующее. Геологическая партия, в составе которой работали Васильев, Лях и Щеглов, получила разрешение на работу в том районе от регионального отделения Роснедр. Стандартная процедура. Но в реестре выданных разрешений за 2019 год этой записи нет. Щеглов лично проверил это через знакомого в ведомстве. Разрешение существовало физически. Он держал копию в руках. В базе данных оно отсутствовало. Удаление данных из государственных реестров – операция, требующая либо прямого доступа к системе, либо санкции от структуры, стоящей выше регионального уровня. Это не действие районного чиновника. Журналист Орехова написала об этом в своем личном аккаунте в социальной сети в апреле 2020-го. Единственный публичный комментарий после удаления статьи. Пост набрал около 3000 отметок за сутки и был удален самой Ореховой на следующий день. Причины она не объяснила. В мае 2020-го блогер из Красноярска под псевдонимом Таежник опубликовал видео, в котором утверждал, что получил документ. Внутреннюю служебную записку, датированную сентябрем 2019-го. В записке якобы упоминалась нестандартная биологическая находка в квадрате Эвенкия-7 и предписывалось обеспечить изоляцию объекта и свидетелей с минимальным публичным следом. Документ выглядел правдоподобно. Шрифт, формат, реквизиты соответствовали стилю ведомственной переписки. Подлинность никто не подтвердил и не опроверг официально. Видео набрало 800 тысяч просмотров за 3 дня, после чего канал Таежника был заблокирован по жалобе на распространение заведомо ложной информации. Щеглов отреагировал на этот документ публично, через голосовое сообщение в мессенджере, которое разошлось по нескольким каналам. Он сказал, что формулировка «изоляция свидетелей» точно описывает то, что произошло с ним и его коллегами. И добавил конкретику. Через 4 дня после возвращения из тайги его машину вскрыли, и из бардачка пропал только один предмет – диктофон, на который он записывал личные заметки прямо в лагере. Ничего другого не взяли. Бумажник лежал рядом и остался нетронутым. Васильев на момент публикации этого материала сменил место жительства дважды. Лях устроился на работу в частную геодезическую компанию в Иркутске и публично не высказывался с 2020-го. Щеглов продолжал говорить. Редко, коротко, но не замолкал. В одном из последних сообщений он написал, что главный вопрос не в том, кто забрал мальчика. Главный вопрос в том, почему реакция была настолько быстрой. От момента, когда Васильев дозвонился до базы, до прилета вертолета прошло меньше 4 часов. 4 часа – это минимальное время для переброски воздушного судна из ближайшего регионального центра при условии, что оно уже стояло готовым к вылету. Либо кто-то знал заранее, либо за геологами следили с самого начала их маршрута. В феврале 2021-го Щеглов получил сообщение от человека, который представился как сотрудник медицинского учреждения закрытого типа в Новосибирской области. Имени не назвал. Написал с одноразового номера, который перестал отвечать через 40 минут после первого контакта. За эти 40 минут он успел передать следующее. Мальчика доставили в учреждение живым и в удовлетворительном состоянии. Там он находился под наблюдением 9 недель. На 10-й неделе его не стало. Щеглов немедленно спросил, что значит «не стало?». Ответ пришел через 7 минут, одним коротким предложением. Он ушел через вентиляционную шахту в потолке палаты.
Шахта имела диаметр 40 сантиметров. 40 сантиметров– это размер, через который взрослый человек не пройдет физически. Ребенок 8 лет средней комплекции тоже не пройдет без травм. Но если кости имеют полую структуру, как предполагал Семенов, их можно сжать. Птицы складывают крылья в пространство, которое кажется для них слишком маленьким. Тот же принцип. Анонимный источник добавил 3 детали до того, как номер замолчал. Первое. Камера в палате зафиксировала момент исчезновения, но запись была изъята в течение часа после обнаружения побега. Сотрудники учреждения ее не видели. Вторая. В вентиляционной шахте нашли несколько темно-серых перьев. Третье. Мальчик за 9 недель наблюдения не произнес ни одного слова, не реагировал на попытки установить речевой контакт на русском, английском и эвенкийском языках, но демонстрировал полное понимание происходящего вокруг, реагировал на жесты, предугадывал действия персонала, однажды указал на дверь за 30 секунд до того, как в нее постучали. Щеглов опубликовал пересказ этого разговора без каких-либо комментариев. Там просто текст, слово в слово. Публикация появилась в 3 часа ночи по красноярскому времени и к утру собрала около 200 тысяч просмотров. Реакция последовала через 18 часов. Неофициально это, никакого опровержения от ведомств не поступило. Отреагировали несколько крупных новостных агрегаторов одновременно. Публикация Щеглова была помечена как недостоверная информация со ссылкой на отсутствие верифицированных источников. Стандартная процедура. Но синхронность, все пометки появились в течение 1 часа, указывала на координацию. Тогда же в сеть попало кое-что еще. Пользователь с аккаунтом, зарегистрированным за 6 часов до публикации, выложил спутниковый снимок. Координаты соответствовали медицинскому учреждению в Новосибирской области, которое на публичных картах обозначено как санаторий. На снимке, датированном ноябрем 2019-го, на крыше здания отчетливо видно темное пятно у вентиляционного выхода. Разрешение снимка не позволяло идентифицировать объект. Но форма пятна была неправильной, вытянутой, с 2 симметричными выступами по бокам. Аккаунт удалили через 2 часа после публикации, снимок успели сохранить. Параллельно объявился еще один человек. Женщина, назвавшаяся медсестрой и отказавшаяся раскрыть учреждение, написала Щеглову в личные сообщения. Ее версия расходилась с версией анонимного источника в одном ключевом пункте. По ее словам, мальчик не исчез на 10-й неделе, он исчез на 7-й. 3 недели после этого в учреждении продолжали делать вид, что он там есть, для внешней отчетности. Когда она спросила руководство, что происходит, ей сказали взять отпуск. Она взяла и больше туда не вернулась. 2 источника, 2 разные даты исчезновения, 1 деталь совпадает у обоих. Никто не знает, куда он ушел. Вентиляционная шахта выходила на крышу. С крыши открытое небо над Новосибирской областью. И тайга в 3 часах лета к северо-востоку. Щеглов задал вопрос публично в марте 2021-го. Через месяц после разговора с анонимным источником он написал коротко: если мальчик вернулся в тайгу, значит он знал, куда возвращаться. Значит, там есть что-то, к чему можно вернуться. В апреле 2021-го охотник из поселка Тура, расположенного в центре Эвенкии, сообщил местному участковому о странных следах на берегу реки Нижняя Тунгуска. Следы были похожи на человеческие, босая нога, размер соответствовал ребенку, но располагались с интервалом в 2,5 метра между шагами. Нормальный шаг ребенка составляет 40-50 сантиметров. Участковый приехал, осмотрел берег, составил протокол и передал его в районное отделение. Дальнейшее движение этого протокола по инстанциям неизвестно. Биолог Семенов вышел на связь 1 раз после своего исчезновения из публичного пространства в ноябре 2021 через мессенджер коллеги из Томска. Написал 3 предложения. Первое. Он видел дополнительные материалы, которые не были в публичном доступе. Второе. Его первоначальные выводы об анатомии были правильными, но не полными. Третье предложение коллега отказался воспроизводить дословно, пересказал смысл. Семенов написал, что самое важное не то, как устроено это существо, а то, как давно оно существует. Эта фраза открывала совершенно другой масштаб проблемы. Не аномальный ребенок, найденный в тайге. Не лабораторный эксперимент, вышедший из-под контроля. Что-то, что существует достаточно долго, чтобы попасть в эвенкийские шаманские предания, записанные в 30-е годы 20 века, со слов стариков, которые слышали эти истории от своих дедов. Глубина этой традиции уходит минимум на 200-300 лет назад. Возможно, дальше. Бурцева, этнограф из Красноярска, после выхода своей заметки получила письмо от коллеги из Якутска. Тот сообщил, что схожие персонажи есть и в якутском фольклоре, и в фольклоре народов Ханты. Независимые традиции, разделенные тысячами километров, описывают одно и то же. Детей с крыльями, живущих на границе между мирами, не говорящих на человеческом языке и появляющихся в труднодоступных местах тайги. Совпадение деталей в несвязанных культурах – один из признаков того, что за мифом стоит реальное наблюдение. Васильев дал последнее известное интервью в октябре 2022-го. Снова анонимно, снова в кафе, снова другому журналисту. На этот раз его спросили прямо, что он думает о природе мальчика. Васильев ответил, что перестал искать объяснения,
определение в категориях мутация, эксперимент или неизвестный вид. По его словам, мальчик смотрел на него так, как смотрит существо, которое понимает больше, чем показывает. Не животное, не подопытные. Кто-то, кто принял решение остановиться и позволить себя найти. А потом принял другое решение. Уйти. Ответ на вопрос из начала этой истории звучит так. Крылатый мальчик в сибирской тайге существовал. Его видели 4 человека вживую, 2 татаки на фотографиях и видео, прошедших независимую экспертизу. Его забрали люди без документов на вертолете, без маркировки. Он исчез из закрытого учреждения через отверстие диаметром 40 сантиметров. Если вы думаете, что крылатые мальчики Таральдамаку это только для сказок, то, возможно, вам стоит заглянуть на наш сайт whiteori.com. Там вы найдете еще больше удивительных и загадочных историй, которые заставят вас забыть о скучных вечерах. Ссылка в описании, не пройдите мимо. После этого его никто не видел официально. Неофициально, так в июне 2023-го рыбак на реке под Каменная Тунгуска снял на телефон силуэт над водой на закате. Видео длиной 12 секунд. Силуэт движется низко над рекой, крылья широко раскрыты, размах явно превышает птичий. Потом силуэт набирает высоту и уходит в сторону леса. Рыбак выложил видео с подписью «Большая птица» и не придал этому значения. Комментаторы под роликом опознали запись и начали задавать вопросы. Рыбак ответил один раз. Он живет на Тунгуске 40 лет и такой птицы раньше не видел. После этого перестал отвечать.